Какие вам нужны еще доказательства? В Кремле заявили, нужно просто верить Путину. Зеленский не верит Путину, и Украине ничего не нужно от России, заявил он на Fox News. Встреча в формате Берлин. Лидеры стран Европы, Канады и НАТО обговорили результаты встречи Зеленского с Трампом. И снова звенит оружие. Минобороны России показала видео якобы с заступившим на боевое дежурство орешником в Беларуси, а Путин подписал мобилизацию на 2026 год. Иран ответит США жестко, если те таки рискнут снова ударить по Тегерану. А теперь об этом подробно и по делу. Это «Один день». Не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео. Вы что, не верите Путину? Никаких доказательств нет, потому что они не нужны. Так в Кремле ответили на реакцию президента Украины Владимира Зеленского и десятков военных экспертов, которые усомнились в атаке на резиденцию Путина на Валдае. Я не думаю, что здесь должны быть какие-то улики, если такой массовый налет дронов осуществляется, которые благодаря четко отлаженной работе ПВО были сбиты, были нейтрализованы. Но что касается обломков, то здесь я не могу сказать, это скорее, естественно, это тема для наших военных. И я знаю, что, естественно, мы видим, что и сам Зеленский пытается это отрицать, и многие западные СМИ, подыгрывая киевскому режиму, начинают разгонять тему, что, дескать, этого не было. Это совершенно безумное утверждение. Действительно, это террористический акт направлен на срыв переговорного процесса. Направлен он не только лично против президента Путина, а здесь я хотел бы все-таки напомнить рождественское обращение Зеленского и те слова, которые он говорил в адрес Путина. Но направлено это и против Трампа, направлено это на срыв усилий президента Трампа с тем, чтобы способствовать мирному урегулированию украинского конфликта. Президент сохраняет доверительный характер диалога и продолжает диалог, и подобные провокации, подобные террористические акты государственного терроризма не способны пошатнуть этот уровень доверительного диалога между двумя президентами. Дипломатические последствия этих действий режима будут заключаться в ужесточении переговорной позиции Российской Федерации. Ну а что касается военных последствий, наши военные знают, как, чем и когда отвечать. Естественно, как и переговорную позицию до этого, мы не собираемся это делать публично. Россия не выходит из переговорного процесса, и Россия, естественно, будет продолжать переговорный процесс и диалог, прежде всего, с американцами. Что касается местонахождения президента, то в нынешних условиях эта тема не подлежит какому-либо публичному обсуждению. Напомним, что в российской истории практически все успешные покушения на глав государства осуществлялись ближайшим окружением. Известны лишь два исключения из этого правила. Царь Александр II погиб в результате теракта народовольцев, а по приказу брата одного из организаторов того покушения, царь Николай II был расстрелян большевиками. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго заявил, что Киев не доверяет словам Путина о восстановлении Украины. По его словам, Кремль не заинтересован в успехе Украины и может говорить красивые слова лишь для снижения давления санкций. Видите ли вы какие-то признаки того, что Владимир Путин, судя по его действиям или словам, хочет мира? Честно говоря, я этого не вижу. Прежде всего, я не слышу этого публично. Его послание, он об этом не говорит. Сейчас он этого не делает. Он говорит, что может пойти дальше. Это не сигналы мира. Поэтому, конечно, нам нужен диалог и давление со стороны президента Трампа.
Санкции, диалог, у него есть определенные инструменты, и лично он может это сделать, я думаю. И я считаю, что он пытается это сделать, пытается принести этот мир. Но вы его слушаете, вы слышали, как он говорил о своем разговоре с Владимиром Путиным, и он отзывался об этом положительно. Более того, на пресс-конференции был момент, когда он сказал, что Россия будет помогать, что Россия хочет видеть Украину успешной. Камера показала вашу реакцию. Вы приподняли брови и слегка улыбнулись. Вы с этим не согласны? Нет, дело не в согласии или несогласии. Я не доверяю россиянам, и они не хотят. Я в этом уверен. Я не доверяю Путину, и он не хочет успеха для Украины. Действительно, он этого не хочет. Он может говорить такие слова. Я верю, что он может сказать такие слова президенту Трампу. Я в это верю. Но это не вызывает доверия на самом деле. Он не хочет, чтобы со стороны президента Трампа было больше давления, санкций и так далее. И он может говорить, что хочет видеть Украину успешной и готов временно давать нам дешевую электроэнергию между нами. Нам не нужна дешевая, я имею в виду эта энергия, потому что мы заплатили слишком высокую цену. Я имею в виду цену нашей жизни. Это не вопрос энергии. Нам от них ничего не нужно. Мир в Украине может быть достигнут в ближайшие недели, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с европейскими лидерами, Канадой и представителями НАТО. По его словам, гарантии безопасности, предложенные Соединенными Штатами, дают надежду на скорое завершение конфликта. Однако по-прежнему остаются сложные вопросы территориального характера, включая контроль над Донбассом и Запорожской АЭС. Стороны ведут активные консультации, стремясь найти взаимоприемлемое решение и предотвратить дальнейшую эскалацию войны. Мир на горизонте. Нет сомнений, что произошли события, которые дают надежду на то, что эта война может закончиться, и довольно быстро. Но это пока только надежда, еще далеко до 100% уверенности. Ключевым результатом последних дней является американская декларация, и это, конечно, что-то новое, некоторых это даже удивило. Американская декларация о готовности США участвовать в гарантиях безопасности для Украины после заключения мира, включая присутствие американских войск, например, на границе или на линии соприкосновения между Украиной и Россией. Эти довольно четкие заявления появились впервые. Посмотрим, насколько последовательными будут наши партнеры за Атлантикой, но это дает надежду на успешное завершение этих переговоров. Сегодня еще один раунд консультаций с европейскими и канадскими партнерами формата «Берлин». Мы продвигаем мирный процесс. Сейчас нам нужна прозрачность и честность от всех, включая Россию. Тем временем в эфире российских федеральных каналов вновь разгорается информационная кампания, связанная с якобы атакой на резиденцию Путина. Пропагандисты подают произошедшее как официальное объявление войны, а эксперты на телевидении обвиняют Запад в причастности к организации ударов БПЛА, угрожая Великобритании Посейдоном и Киеву ударами Орешника. Местные жители Валдая, однако, утверждают, что не наблюдали пролетов дронов и не слышали взрывов. Об этом сообщают оппозиционные российские СМИ. Международная реакция разнится. Представители США называют информацию о нападении ложью и призывают к проверке фактов, в то время как Индия, ОАЭ и Пакистан выразили солидарность с Москвой. Экс-советник Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн заявил о возможной причастности стран ЕС к произошедшему. Министерство обороны России опубликовало видеокадры, на которых, как утверждается, показано развертывание ракетного комплекса «Орешник» на территории Беларуси. На видео мобильные пусковые установки, движущиеся по лесной местности, военнослужащие, маскирующие технику камуфляжными сетями, а также церемония с участием командования. О размещении комплекса ранее сообщил Александр Лукашенко. По его словам, ракеты средней дальности способны нести ядерные боевые части. Западные аналитики отмечают, что развертывание «Орешника» в Беларуси сокращает время подлета российских ракет к целям в Европе и подчеркивает возросшую роль ядерного сдерживания в стратегии Москвы. Также на днях спутниковые снимки, изученные американскими исследователями, зафиксировали возможное место размещения комплексов на территории бывшей авиабазы на востоке Беларуси. Ракетный комплекс заступил на боевое дежурство своевременно. Личный состав слажен, расчеты подготовлены. Круглогодичная мобилизация в России. Соответствующий указ подписал Путин. Согласно документу, в армию планируется направить 261 тысячу граждан в возрасте от 18 до 30 лет. Призыв будет проходить в течение всего календарного года, с 1 января по 31 декабря. При этом порядок отправки призывников в войска останется прежним. 2 волны – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Кроме того, увеличен срок явки по электронным повесткам. Теперь граждане должны явиться в военкомат в течение 30 дней с момента размещения повестки в реестре, вместо прежних 20 дней.
Кроме того, Путин подписал указ о проведении специальных сборов для россиян, находящихся в мобилизационном резерве, якобы для защиты критически важных объектов. В Вышгороде под Киевом уже 4-е сутки без электричества остаются около 9 тысяч семей. После массированной российской атаки город продолжает восстанавливаться. Спасатели государственной службы по чрезвычайным ситуациям организовали так называемые пункты стойкости и поддержки. Энергетики продолжают работы по восстановлению электроснабжения, но полного возвращения света пока не произошло. Ситуация остается сложной. Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 22 человек. Кто именно оказался в числе освобожденных, пока не говорится. В пресс-службе Лукашенко заявили, что среди помилованных 15 женщин и 7 мужчин. У 11 человек есть несовершеннолетние дети. После возвращения Дональда Трампа в Белый дом, его администрация начала выстраивать сотрудничество с Лукашенко. В результате в июне на свободу вышел оппозиционный политик и муж кандидатки в президенты Сергей Тихановский. А 13 декабря оппозиционеры Мария Колесникова и Виктор Бабарико. В ответ американская сторона сняла с Беларуси часть санкций. Иранский парламент подтвердил право страны на самооборону. Спикер Мохаммад Багер Галибов заявил, что ответ Ирана на любую агрессию будет решительным и даже неожиданным. Ранее президент США Дональд Трамп предупредил о возможном новом ударе, если Тегеран возобновит программы ядерного или ракетного вооружения. По его словам, США точно знают, где расположены объекты, и не хотят тратить ресурсы впустую. Эти заявления прозвучали после встречи Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во Флориде. Я подчеркиваю, что Иран не ищет разрешения у кого-либо, чтобы защищать себя. Ответ иранского народа на любую массовую авантюру и зло будет бескомпромиссным и даже неожиданным. Тем временем в Иране реал продолжает стремительно падать. Валюта опустилась до 1,45 миллиона за доллар, а цены душат бизнес. Экономический протест предпринимателей быстро перерос в политический. На улице вышли люди с лозунгами в поддержку шаха Реза Пехлеви. Местами протесты переросли в столкновения с силами безопасности, горят мусорные баки, разбиваются витрины. Центробанк уже потерял руководителя. Мохаммад Фарзин ушел в отставку после резкого роста инфляции до почти 39%. Назначение нового главы немного стабилизировало ситуацию, но протесты не утихают даже ночью. Вооруженные силы США снова нанесли удар по судну в международных водах восточной части Тихого океана. Судно, предположительно перевозившее запрещенные вещества, следовало по известным маршрутам. В результате удара погибли 2 мужчин. Дональд Трамп подтвердил, что был нанесен удар по доку в Венесуэле, где осуществлялась погрузка судов с запрещенными веществами. По словам Трампа, это место больше не существует. Произошел мощный взрыв в районе дока, где загружают лодки с наркотиками. Они загружают лодки с наркотиками. Так что мы ударили по всем лодкам, а теперь ударили по самой зоне. Это место реализации, там все и происходит. И этого больше нет. Ситуация вокруг Тайваня обостряется. Китай проводит крупнейшие в своей истории военные учения под названием «Справедливая миссия 2025 года». В рамках маневров, охватывающих 5 морских и воздушных зон вокруг острова, Пекин заявляет о стрельбах ракетами и авиационных тренировках, достигая полной точности всех ударов. Учения начались через 11 дней после того, как США объявили о рекордном пакете помощи Тайваню на 11 миллиардов 101 миллион долларов. Тайваньские военные подтвердили, что обломки китайских ракет попали в смежную зону вокруг острова и внимательно следят за дальнейшими действиями Пекина. Реакция мирового сообщества неоднозначна. Южная Корея призвала к миру и стабильности в Тайваньском проливе и подчеркнула, что сохранение безопасности Корейского полуострова остается ее приоритетом. Наше правительство надеется, что в Тайваньском проливе будет сохранен мир и стабильность, а отношения между берегами будут развиваться мирным путем через диалог и сотрудничество. Базовая позиция нашего правительства по Тайваню остается неизменной. Мы будем продолжать внимательно отслеживать соответствующие события и предпринимать дипломатические усилия для продвижения наших национальных интересов. При этом мир и стабильность на Корейском полуострове остаются нашим главным приоритетом. Тайвань, в свою очередь, осудил действия Китая как попытку подорвать международный порядок и подтвердил готовность сотрудничать с союзниками для обеспечения мира и стабильности. Тайвань, будучи ответственным членом международного сообщества и региона Индо-Тихоокеанского региона, продолжит призывать к сотрудничеству и далее активно сотрудничать с единомышленниками, совместно обеспечивая глобальный и региональный мир, стабильность и процветающее развитие. Фактически, Тайвань всегда поддерживал тесные связи со странами, разделяющими наши ценности, особенно
особенно с Соединенными Штатами, Японией, Европейским Союзом и странами G7, а каналы общения нашего правительства со всеми сторонами работают очень гладко. Тем временем армия Китая опубликовала пропагандистское видео, сгенерированное искусственным интеллектом с атакой роботов на Тайвань. Там показаны рои беспилотников, роботы-собаки и солдаты-дроиды, которые ведут наступление на Тайвань. В Северной Корее отметили День Конституции. Государственные торжества возглавил Ким Чен Ын, который принял присягу на верность у государственных служащих. Как это было? Лучше северокорейского телевидения никто не расскажет. Это нужно видеть и слышать. Успешные плоды борьбы 2025 года ознаменовались ослепительными достижениями. В Мансудеском дворце собраний, где под руководством уважаемого товарища Ким Чен Ына с мощной силой разворачивается грандиозная летопись созидания и преобразований, которая навсегда войдет в историю развития славной республики, состоялась торжественная церемония подъема государственного флага, сопровождаемая выражением глубочайшего почтения. Объединенные истиной и несломимой силой, в славной и исполненной достоинства, борьбе за всестороннее процветание и могучее развитие страны, опережающей весь мир, мы будем без остатка посвящать свои знания и страсть этому делу. Товарищ Ким Чен Ын принял торжественную присягу по случаю Дня Конституции Корейской Народно-Демократической Республики. Следуя призыву главы государства, участники поклялись, как ответственные служители государства и народа, быть безгранично преданными делу благосостояния народа и процветающего развития государства, неукоснительно соблюдать Конституцию республики и всем сердцем и всеми силами служить ее вечному торжеству и красоте, воплощая священную идею строительства государства на принципах международизма, добиваясь всестороннего возрождения и развития нашей страны, и участвуя в исторической борьбе за всеобъемлющее развитие социалистического строительства под руководством товарища Ким Чен Ына. Сборная заняла почетное первое место на чемпионате мира по футболу среди девушек до 17 лет 2025 года под эгидой Международной федерации футбола. По завершении церемонии участники с единой и непоколебимой верой в нашу партию дали торжественную клятву посвятить всю свою жизнь пути процветания и могущества Корейской Народно-Демократической Республики.